Однажды я пришел на кастинг на X-Factor, я оделся как ботаник, как физик. Нас было человек 30, 15 прошли вот сюда, 15 мы стоим на месте. Он говорит: поздравляю, вы во втором туре. И на нас смотрит: а вы, к сожалению, нет, спасибо за участие. Приезжает сам Вячеслав Дусмухаметов в гостиницу, там снимает большой конференц-зал, и он сидит, и сзади него все редакторы, все работники. Я принес ему шутки, и он такой говорит: ну здесь можно же вот так шутку добить. Сам дописывает. Я смотрю, и она, смешнее, чем мои в 10 раз. Как ты понимаешь, что будет смешно? Самая лучшая оценка — это если зритель к тебе подойдет, незнакомый, и скажет: долбоебы. И к нам реально подходили так и говорили. Меня уже начинает смешить что-то, чушь какая-то, какой-то абсурд, какой-то космический юмор. Как ты относишься к тому, когда люди говорят: ну, шут гороховый? Мне сейчас плевать вообще. Любой человек, который занимается в юморе очень сильно давно, это невероятно больной человек. Невозможно влюбить в себя 100% людей. Невозможно. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Ракурс Рент. У нас сегодня в гостях Рустем Мереке. Привет. Добрый день, Рустем. Салем. Я бы хотел, знаешь, чтобы ты немножко рассказал вообще сначала, кто ты, и чтобы люди понимали, с кем ведут речь. Меня зовут Рустем Мереке, начинающий и, надеюсь, прогрессирующий стендап-комик, в прошлом юморист. В данный момент иногда ведущий мероприятий, в прошлом КВНщик, участник проектов Comedy Battle на ТНТ, X-Factor, Голос, Рассмеши комика, ну и какие-то такие штучки, которые я уже сейчас не вспомню. Ты даже был на «Рассмеши комик». Да, совершенно верно. 4 раза. Ну, я тебе хотел бы сказать одну вещь, ранее тебе, наверное, говорил. Мой отец вырос, ну не вырос, но он познакомил меня с вами над вашей шуткой, когда он стоял... Вырос. Я, кстати, старше твоего отца. Маловероятно. Так. Он стоял у истоков, ты сказал? Ну, короче, у истоков Comedy Club, я когда был маленький, ему нравилась ваша шутка, когда без ноги стоял один на Comedy Battle, говорит: есть, говорит, презерватив? Он говорит: нету. Пакет, говорит, есть? Говорит: нету. Говорит: марля есть? Говорит: а ведро? Говорит: нету. Как зовут? Говорит: Вася. Говорит: так и назову, говорит, сына. Я не знаю почему, но для него это было просто смешно. Он прям усыкался, он: смотри, сынок, я такой, типа, что тут смешного? Типа, Сколько тебе лет было? Я был маленький. В каком году это было, если ты вспомнишь? Маленький? Не верю я. Это было в 2012 году. Нет, уже нет. 12 класс. Ну, 11, типа, первый курс. Но я просто почему говорю маленький, что уже, типа, лет 10-15 прошло, тогда я считаю уже себя уже маленький, потому что только в вуз пришел. Школа, вуз примерно вот так вот. Но именно в этой миниатюре я не играл. Но играл вот мой напарник Арнат Утибергенов, с которым мы в последующем выступали тоже на Comedy Battle. Ну, это было очень круто. Спасибо тебе за это, потому что, ну, все-таки я считаю, это у вас общий дуэт, потому что я не понимаю, как он там все раз делится, но это было очень круто. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как вообще, сейчас я как понял, ты в стендап Астана. Да. Как ты вообще пришел к этому? Что надо выступать? Кстати, многие помнят, я сейчас вернусь немного, Comedy Battle, миниатюр, многие помнят именно ИП Сакена Газизовича, дуэт, вот, мне кажется, один из легендарных, но это не мои слова, это «Ой, бой». «Ой, бой, махаться будешь со мной?» Ой, бой. Ой, бой. Ой, бой. Ой, бой. Ой, бой. Вы мне? Ты че? Махаться будешь со мной? Вот это я второй, который я забыл упомянуть. Кто многие там смотрят, что-то рожа у тебя знакомая, что-то где. А когда я сам напоминаю, ну мне стыдновато самому себе напоминать это, и как и другим, тогда люди: вот, точно, ты же вот с Арнатом Утибергеновым, ты же и Пасакен Газизович. Вот тогда люди уже что-то примерно начинают вспоминать. Как я пришел в стендап Астана? Я переехал сюда просто в Астану, и как-то так получилось, что мои друзья все стендап-комики. Когда я жил в Караганде, я сам с Караганды, Караганда, привет. Что касательно именно стендап Астана, я работал? Я помогал ребятам, комикам из стендап Астана писать шутки, где-то добивать, где-то вдруг у них... Перебью. Я сразу. как раз хотел попросить, чтобы ты перебил. Пожалуйста. Не, смотри, держи свою мысль, ты говоришь писать шутки. Как это? Например, у стендап-комика есть монолог, и какие-то у него, возможно, есть дырки, которые он хотел бы закрыть, которые он бы логически либо как-то забавно, либо смешно он бы закончил. И мы созванивались по видеосвязи, я помогал ребятам где-то добивать шутки, где-то шутки мои закреплялись, где-то они не работали, но это нормально, это творчество. Как ты понимаешь, что будет смешно? Это лотерея. Это лотерея. Ну, возможно, из-за того, что я как-то раньше играл и в КВН, и какой-то опыт юмористический есть, ты примерно понимаешь, как шутка может сработать на зал.
Все же, опять же, в зависимости от интонации, от контекста, от настроения зала вообще, от количества людей, все по-разному может работать. Но я предлагал, допустим, несколько добивок, какие-то из них работали, какие-то не работали. Как-то так. Можешь ли ты, допустим, сейчас рандомный чел придет, скажет, напиши мне шутки. Сможешь ли ты для него написать? Я могу объяснить, как я добивал шутки. Когда я работал, кстати, автором, и сейчас этим занимаюсь командой «Астана», которая сейчас ездила на шоу «Игра» на ТНТ, «Звезды» на ТНТ, концерты на ТНТ. Я был наемником там как автор. Авторы юмора, и они разные. Авторы юмора, они разные. Некоторые авторы пишут цельные номера, цельные миниатюры, текстовые шутки. Некоторые авторы есть песни могут написать, знаешь. Я себя позиционирую как автор, наверное, тычечник. Тычки. То есть, например, есть какой-то уже готовый номер, готовый монолог, но иногда в середине не хватает каких-то вот штучек, каких-то вот в середине, как вот есть ствол дерева, и не хватает веточек каких-нибудь. Я, наверное, вот в этом больше силен. Я, допустим, я могу написать песню какую-то там, но она будет не такая вау, классная, философская. То же самое в стендапе, например. Я не могу придумать какой-то социальный адрес какой-нибудь, философию, какой-то итог, какой-то смысл. Я больше такой, что-то в середину могу добавить. Когда пришел человек, есть у меня готовый монолог, нужно в середину что-то еще. Например, ты пришел ко мне, Саша, и говоришь, недавно я купил себе синюю кофту. Я ее ненавижу, потому что она такая же, как и у многих людей. Я где-то в середину могу тебе что-то написать. А само глобальное мышление — это уже от тебя. То есть я так как-то могу... Ну, я думаю, у многих вопрос возник, наверное, в плане диалога. Каково это быть в тени? Ну, ты же в тени. Вот сейчас я постепенно... Это хороший вопрос. Я все-таки... Я бывал на сцене, на больших сценах, и это, конечно, классно, конечно, круто. Наверное, потому что я жил в Караганде, и там не было особо такой возможности каждый день выступать, как здесь в Астане. Но в тени, когда я стоял за кулисами, например, когда выступала команда «Спарта», когда выступала команда «Астана», конечно, хотелось. Тоже хотелось вот почувствовать. Не то, чтобы там заработать медийку, чтобы стать мега-супер узнаваемым, а просто покайфовать на сцене. Это как какой-то чуть-чуть наркотик, который полезный для эмоций. Хочется иногда выйти на большую сцену, что-то посмеяться, посмешить людей, получить заряд эмоций и взаимности. Поэтому, наверное, я ушел в стендап. Я честно скажу, я не влюблен в стендап. Не влюблен, я пока его еще не надкусил, как полагается, я в нем еще не все понимаю, потому что это тоже философия, это тоже наука, там есть книжки, видосы разные, это надо изучать. Я пока что еще я только пока что пытаюсь его понять. Но в тени, это называется, наверное, в тени, быть таким тыловым, закулисным человеком. Но с другой стороны, это приятно, потому что когда ты придумал шутку для кого-то, для другого человека, и он ей говорит, и если она классно работает, ты в душе такой, да, это я. Не, в любом же случае, условно, там, тебе какой-то гонорар заплатили, скорее всего, да? Гонорар определенный, который ты получил разово, не будем говорить суммы, да? Но тот человек, который будет кидать твои шутки, он тебе откаты дает? Нет. Или он потом, ты написал, и он все мое, и побежал дальше, и он на этом зарабатывает больше? Это работает не как композитор песен. То есть ты придумал песню, и с каждых колымных концертов ты какой-то процент получаешь. Нет, это так не работает. Ты получаешь какой-то оклад, и все. То есть ты работаешь мозгами. Здесь же медаль с двух сторон. Здесь же есть не только хорошие шутки, здесь есть и другие шутки, которые могут не сработать. Тебе платят, в принципе, как за работу. Потому что мне это все было интересно. Потому что, я как знаю, ты же помогал сейчас, очень нашумевшая программа. Это шоу «Игра», ее называют «Концерты». И ты там, если не ошибаюсь, опять же, пишешь шутки для «Спарты». Да. Как туда попал? Это классный вопрос. Я появился в команде «Астана» не сразу. То есть команда появилась в шоу «Игра» на ТНТ. Команда «Спарта» нашумевшая. И там не было Арната изначально. Насколько я знаю, по-моему, продюсеры телеканала ТНТ предложили, чтобы Арнат был в их команде. А я Арната хорошо знаю. А можно я перебью? Ты говоришь, продюсеры предложили. Команда не сама, что ли, идет на концерт? Или она имеет право, продюсеры, вмешаться в любой, даже условно, в любую другую команду? Насколько ты знаешь, команда «Спарта», она вообще, в принципе, многочисленная команда.
Да, почему именно эти люди, да? Я не знаю внутренности взаимоотношений всех игроков друг с другом, но тех, кого я знаю лично, с кем работал вот в команде Спарта Астана, они все трудоголики, они прям... Нет, этот вопрос понятен. Мне больше интересен вопрос именно руководства, которое может вмешаться в твою команду и сказать, мы бы хотели, чтобы Да, вот он конечно. был там. Да, Они конечно. имеют это право? Конечно. Ну, они же приглашают вас к себе Чтобы в шоу. улучшить. Ну, конечно. Ну, вряд ли ухудшить, потому что им нужно это для рейтингов, опять же. Арнат, он в любом случае, он, ну, как бы скажем, как бы это ни звучало, но минимум как полумедийный человек. И поэтому, наверное, им было интересно, как продюсерам, вот этот симбиоз команды, которая устоялась, и чтобы выходил выходяшка Арната, и ой, бой, остановитесь, вы что тупите, я такой-то, такой-то, такой-то. Как я попал вообще в эту команду? Сначала команда выступала вот с Арнатом, они познакомились, и потом мне позвонил по видеосвязи Данияр Джумадилов, говорит: Рустем, я Данияр, давай познакомимся. Мы с ним были знакомы заочно до этого, а тут мы по видеосвязи познакомились, я дома, в Караганде. И он говорит: у нас там уже третий мотор, третьей съемки, нам нужны шутки на Арната, нам нужно его закрыть, потому что мы не можем на него уже придумать, потому что, ну, мы костяк, мы 5 человек, Спарта, Астана, мы знакомы с первоклассного возраста, а тут, когда новый человек, чуть-чуть тяжеловато найти этот ключик. И он говорит: нам, ну ты так его хорошо знаешь, вы давно выступали, нам нужен такой вот небольшой логический, адекватный мостик от нас к ним, чтобы мы как-то вот, давай мы тебя зовем в Москву, мы прямо сейчас в Москве, приезжай на съемки, мы тебе покупаем билет, мы тебе платим такой-то, такой-то гонорар, приезжай, закрой Арната. Я такой: да все, без проблем. Стоп, закрой Арната. Да. Объясни. Есть выступление, где выступает команда Астана, и иногда Арнат у них выходит. Ой, бой, и у него должно быть там где-то 3 минуты эфирного времени. У него шуток нету. Они уже исписались. И Арнат исписался, весь свой архив потратил. Они тоже не знают, как на него придумать. Еще раз, старая ремарка, исписались. Это... Исписали, ну то есть не знают, в какую сторону думать, чтобы какие шутки он должен говорить. Ага, понятно. То есть он по-любому должен выходить. Что-то говорить им, чем-то недовольствоваться, либо наоборот чем-то как-то восхвалять. Неважно, но на него нужны любые шутки. Вот, я прилетел. Там каждая поездка на какой-то съемочный пул составляет около месяца, плюс-минус там. Я прилетел, это уже где-то была 3-я игра у них. Я познакомился с ребятами, как-то мы быстро нашли общий язык, и я, наверное, очень быстро как-то мы закрыли Арната. Я с Арнатом уходил, мы писались, и ребятам предлагали, есть такие-то, придумали вот это. Они: о, все, классно, понесли там редакторам, они такие: все, хорошо, классно, и все. Как будто бы очень быстро Арнат закрылся. Это я говорю про первую поездку. Я перешел уже помогать на какие-то добивания вот миниатюр и шуток. Опять же, тычечник, я же тычечник больше. И какие-то миниатюры начал предлагать свои добивки. Где-то, по-моему, песню предложил какую-то добить, и Данияр говорит то, что: о, а ты, оказывается, универсальный человек. То есть не только ты на Арната можешь, ты еще можешь какие-то миниатюры предложить, какие-то там шутки предложить. Я такой: ну, наверное, иногда получается. И он такой: давай всегда с нами теперь езди. И я вот с тех пор всегда с ними езжу, уже не с середины съемочного процесса, а уже с самого начала заезда в Москву. И это с 2021 года, по-моему, вот если. То есть, когда мы говорим, ты едешь, тебе оплачивают все? Ну, все оплачивает телеканал, то есть сам продакшн, да. Имеется в виду, что ты не за свои деньги едешь. Нет, перелет, проживание, питание, плюс зарплата, это все, я не трачу. С ремаркой. Как стать таким? Что нужно сделать, чтобы прийти к такому, чтобы писать шутки, чтобы тебя приглашали, и ты был... Я уверен, что в Казахстане, как и во всем СНГ, есть авторы, писатели, юмористы намного круче, чем я. Намного. Я не знаю, как-то получилось то, что мы с Арнатом хорошо знакомы. Я его хорошо чувствую, он хорошо чувствует меня. И я знаю, что ему предложить, чтобы он кайфовал сам от этих шуток. Потому что если ему написать шутку, если она ему не нравится, он и будет говорить. Но она сработает волшебным образом не так хорошо в зал. А если он сам кайфанет от того, что ему предложили, он ее так от души отдаст, что он и сам кайфанет, и зал почувствует эту вот невидимую энергию. Я не знаю, как стать таким. Я еще сам не стал таким, наверное. Сейчас же у тебя же есть, назовем это, маленький успех. Небольшой успех, к которому ты уже пришел. Ты уже пишешь шутки, ты уже бываешь в Москве, тебе уже что-то оплачивают. Но как-то же к этому ты пришел. Как? Как твой путь был, чтобы стать, не знаю, Я КВН? очень долго играл в КВН. То есть нужно играть в КВН?
Ну, для меня, лично для меня, КВН дал мне очень классную школу в плане вот юмора, в плане чувствования публики. Сейчас, конечно, для молодежи КВН как будто бы не совсем понятно, что это и для чего это вообще, если касательно молодежи. Скажешь любому школьнику, что ты знаешь какую-нибудь команду КВН, он скажет, что такое КВН вообще. А в то время, вот ты сам знаешь, вот наша вот юность, КВН, это был праздник двора. Тогда не было никаких-то альтернатив юмористических именно. Мы все смотрели, я записывал на видеокассеты все. Для меня была священная мечта посмотреть КВН какой-то и как-то прикоснуться к этому. И потом, когда я уже поступил в колледж, после 9-го, я в школе был максимально спокойный человек. А в школе играл в КВН? Нет. А. Я был максимально скромный, спокойный человек. Я отличник, в белой рубашке, в бабочке. Вот так вот с первой парты всегда отвечал. Для меня, чтобы на остановке подойти с девушкой, познакомиться, никогда в жизни. Сдохну. Я такой же. Умру молодым, такой. холостым. Все, никогда в жизни вообще. Тост сказать, да вы что, отстать. Счастье, здоровье, все, отстать от меня, все, держите микрофон. Нет, никогда. А потом, когда поступил в колледж, на первом курсе у меня появился однокурсник, его зовут Костя Пак. И он тоже фанат такой же, как я. Он тоже кассеты записывал, КВН. А в Караганде была лига, Карагандинская лига КВН. И он такой, давай попробуем. Я такой, давай попробуем. Мы как-то собрали команду с колледжа, начали играть. И что-то постепенно я начал знакомиться с другими КВНщиками в Караганде. Начали ездить в другие города. И я в это влюбился. Уже, честно, плохо стал учиться, прогуливал. Но зато я начал кайфовать и понимать то, что, наверное, я влюблен в это. Потом, когда КВН играл. Подожди, любимый предмет? В школе? Да. Блин. Ну, я математику любил очень сильно. Я думал, ты скажешь литературу. Но литературу я тоже много Потому что что читаю. я думал, это параллель провести, что типа, если ты будешь много читать, ты будешь хорошо шутить. Ну, хочешь, я скажу? Да. Не, зачем? Не надо, зачем? Но Это же читать твоя. это очень полезно. Читать очень полезно на любых языках. Любую литературу, неважно какая это, научная, это художественная, это там биографическая, неважно. Это пополняет словарный запас очень сильно. Но мне кажется, читать нужно то, что тебе по кайфу, а не то, что тебе навязали. Вот мне по кайфу, например, не знаю, вот сколько там, мне много лет, я до сих пор люблю Гарри Поттера. Я люблю фантастику, я люблю детективы читать. Я вот недавно прочитал Агату Кристи, «Труп в библиотеке», потрясающе тоже. Ну, не знаю, то, что мне не настоящее, мне это вкусно читать. А что-то такое психологическое или поучительное, типа, как стать бизнесменом? Я не могу такое читать вообще. Есть такие, типа, знаешь, Конечно. продавец обуви, там, бизнес твое, все. Я не могу такое читать. Вот мне неинтересно. Не знаю, вот кто-то не любит грибы, жареный лук, а я вот такое вот не могу кушать. Я, вот, знаешь, к сожалению, еще не нашел ту литературу, которая была бы мне интересна. Я засыпаю. Я не знаю почему. Я пытаюсь читать, даже без сценария скидывают. У меня сценарий нужно там неделя где-то. Даже там условно там какие-то несчастных 50 страниц я читаю долго. Я начинаю читать, и у меня мозг где-то в другом месте. Я мозг фокусирую, у меня глаза засыпают. Я не нашел. Я в последнее время не могу дома читать. Дома другие заботы. Но я читаю, ну, какие-то, если поездки бывают. Я обожаю в поезде читать, я обожаю в машине читать, если куда-то дальние поездки. В самолете. Вот, то есть я только вот... Я раньше брал с собой приставки какие-то, там, Nintendo Switch, там, такие какие-то. А сейчас книжки стал брать. И вот тогда что-то вот... Вот на это время, вот это идеальное время для чтения. И вот, когда КВН играл параллельно, там уже в универе учился, параллельно начал вести мероприятия уже. И А сколько ты отучился примерно? Годика 2-3 в колледже, да? В колледже 4 года я отучился. Не-не. Когда ты стал вести мероприятия, Да. получается, ты поступил в колледж, Да. где-то на первом-втором курсе начинаешь пробовать КВН. Да. Или как это называется? На первом курсе мы начали. Это пробуете вы КВН или играете в КВН? Как правильно? Мы собрали команду и сразу же заявились в лигу. Сразу же. Все, мы вот сезон сразу играем. Карагандинской лиги. Там было 3 лиги: студенческая, школьная и еще младшая. Школьная, вот там мы играли. То есть там школьники и колледжи учились. Там универы, там вот вообще шпендики. А вот когда вот вы в таких играете, кто принимает финальные решения, что это смешно или не смешно? Есть кто какой-то, не знаю, закулисный чел, который сидит, не смешно, и вы такие, заново. На каждом юмористическом выступлении есть Не, когда вы редактора. репетируете. Как-то общим решением все общим общим решением, решением, да, как-то приходилось. То, что, ну, если это все не смеются, зачем это ставить? Если это один человек засмеялся, то... Ну, просто было интересно, просто кто, стоит ли кто-то, или вы Ну, у нас просто- был такой назначенный капитан, опять же, вот Костя Пак, но он исполнял, наверное, функции больше, если был конкурс капитана, а не так, что он «я диктатор, я решаю, эта шутка остается». Нет, такого не было, у нас как-то все... Мы одногруппники, мы знали друг друга хорошо. И вот вел мероприятие, был ведущим в клубе, мероприятие вел, и как-то постепенно начал понимать публику, чувствовать ее. И поэтому, наверное, сложился какой-то опыт, багаж сценического чего-то вот из публики общения. И, наверное, это еще и повлияло на писанину какую-то. Круто.
Круто. Мгм. Ну вот, играете дальше вы, Да. 3-4 курс. Потом что у вас? Начал выступать, выходить на мероприятия. Да. Это помогло ли тебе развивать твой юмор? Ну, то есть, по-другому вопрос. Помогает ли тебе как комедианту, как автору выступать на мероприятиях? То есть, западло ли это у вас, или это у вас нормально? Вот у нас, сейчас пока держи мысль, у нас в бизнесе, если ты киношный оператор или снимаешь какие-то хорошие видео, тебе тойские мероприятия табу. То есть, если ты снимаешь то, и все, тебя никто не позовет. Типа, ты халтурщик, короче. Хотя многие отсюда и пришли. У нас табу, у вас как? У нас это не табу. Более того, скажу то, что вот, наверное, вот лично для меня, 90% ведущих тамадов, правильно говорить, тамадов, они вышли из КВН, наверное. Вот для меня вышли из КВН. А вот лишь маленький процент какой-то, вот они, наверное, вот не играли никогда в КВН, они как-то просто, видимо, хотели когда-то стать ведущим. Возможно, кто-то закончил курсы социальные какие-то и работал вот именно как по папочке. А КВН для меня и вообще юмор помогал мне вот как-то юмористически относиться вот к ведению. Ты ведешь, и ты можешь шутку какую-то придумать. О, классный лысый человек, да вы прям выглядите блестяще, вау, ослепительно, любите боулинг, классно. А люди, которые не связаны с юмором, им тяжеловато импровизировать в сторону юмора. И мне кажется, чем больше ты занимался юмором, тем больше у тебя каких-то вот других сравнений, какие-то вот придумывания чего-то здесь и сейчас. Это легче, мне кажется, чем человек, который никогда не занимался юмором. Ну, здесь с тобой соглашусь. Мы со стендап-постановой работаем уже давно, с их начала. И благодаря тому, что мы присутствуем с вами, юмор в моей команде повысился. Ну, типа, да, бывают тупые шутки, но все понимают, он шутит, и научились люди смеяться. Это вот спасибо стендап Астане, вообще вашему сообществу, потому что, ну и не только вашему, то есть и тебе в том числе, потому что многие, может быть, и смотрели, вот мне ученики сейчас приходят и говорят, а вы смотрели концерты? Я говорю, ну, конечно, я их смотрел. Что, прям все? Я говорю, ну, конечно, это моя любимая программа. Наша Спарта, ты что, это смешно. И это учит нашему юмору. Это спасибо большое, что вот вы научились смеяться. Люди, то есть мы хоть не авторы, мы не смеемся, в смысле на сцене не выступаем, но из-за того, что мы постоянно вас слышим, ну, уже юмор с другим уровнем стал. То есть дома уже я могу рассмеяться от чего угодно. То есть все, мне смешно, я не держу это. Доча, нельзя смеяться. Да, смейся, да, плевать. Если тебе это вызывает чувство, смейся. Это же кайфово. Я тебе скажу, Саша, любой человек, который занимается в юморе очень сильно давно, это невероятно больной человек. Почему? Это просто психоэмоционально больной человек, потому что, ну, он, знаешь, вот я на себе скажу, ну, их может искренне рассмешить что-то, что не рассмешит обычного человека. То есть вот лично для меня, я могу сейчас объяснить, наверное, так вот, я, наверное, прошел юмор, объясню как. Вот в начале человек, когда вот я не занимался никогда юмором, не соприкасался с КВН, меня, как обычного человека, смешили анекдоты, каламбуры, какие-то обычные вещи. Потом начал играть в КВН, естественно, это уже первый уровень, это левел. И ты приходишь на другой уровень, тебя уже смешат какие-то более интересные ходы, такие мозговые. Все это дальше прошел, меня уже начинает смешить что-то, чушь какая-то, какой-то абсурд, какой-то космический юмор, чтобы давай на сцене у нас невидимый костер будет, давай невидимая ворона какая-то, давай мы ее съели, классно, прикольно. Но червяк, не знаю, какая-то абсурдная чушь, которая необъяснима. Потом меня начинает смешить, уже много времени прошло, какая-то баранина вообще, ну то есть животина, мышь какая-то, то есть человек, если упадет на сцене, там, знаешь, там какая-то ерунда. И сейчас я на том моменте, когда меня начинает искренне смешить анекдоты и каламбуры. Я закольцевался, знаешь, я вернулся обратно на нулевую точку, но они смешат не потому, что это остроумно придумано, а потому, что это чудовищно дешевый юмор. То есть это такой легкий юмор, но он меня почему-то так искренне смешит. Например, недавно там наткнулся на какой-то каламбур. Жена папоротника, маморотник. Я, бля, какая чушь, бля. Я так порвался, я так заржал. Ну, потому что тогда я бы засмеялся искренне, потому что это круто. А сейчас я смеюсь, потому что это сильно не круто. То есть, понимаешь, что меня смешит изначальная нулевая точка. Дай мне маленький урок юмора. Что такое каламбур? Я часто это слышу. Каламбур — это игра слов. Игра слов. То есть это не какая-то история, не какой-то остроумный ход. Это игра слов. То есть есть какое-то слово, ты поменяешь буквы какие-то, и меняется смысл слова. И все, да? Да, каламбур — это игра слов для меня. Среди юмористов это считается не то чтобы зашкварным, это чересчур легкая шутка. Это максимально Но легкая вы разминки шутка. же так проводите, нет? Ну, типа, чтобы разогреться, или нет?
Ну, чтобы пошкнить друг друга и просто повеселиться. А вот сейчас сразу вопрос у меня родился в голове прямо сейчас. Как вы проводите, если вы сидите в кругу, как вы разминаетесь? Если спортсмены качаются, то вы как? Мы не разминаемся. В смысле, в стендапе? Нет, ну вот вы пришли просто разогнать какие-то идеи. У вас там 6 человек сидите, и вы так не делаете. У нас нет никакой разминки. Ну вы как-то приду, типа залетел сразу шутить. Да. Блин, я думал, что какая-то разминка есть. Вот, Нет. типа там мозг. Нет. Мы иногда играем в панчи-панчи, но это так, чтобы повеселить друг друга. Панчи-панчи. Панчи-панчи. Посмотрите, пожалуйста. Твое шоу, да? Посмотрите, пожалуйста, панчи-панчи. Введите в Ютубе панчи-панчи, вы посмотрите, и нам очень нужны ваши просмотры. Ну, Панчи-Панчи я знаю, это потрясающее шоу, я его периодически смотрю, потому что иногда нет времени заняться Ты этим. стоял у истоков, когда мы снимали пилотные серии, мы у тебя на студии. Мне неправильно объяснили задачу Панчи-Панчи, как снимать, мне потом... Мне сначала ты или кто-нибудь набрал, сказал, да там 2 камеры, так просто посмотреть, мы не будем монтировать, ютуба не будет, ничего не будет. Но я так и снял, а мне потом режиссер спускает сверху, говорит, что за фигню вы сняли? Так вы же сказали просто посмотреть, вообще не было задачи монтировать. Нет, это на ютуб идет, уже решено, все, я такой... Ну, мне стало внутри чуть обидно, потому что я тебя немножечко там подвел, там, определенных людей. Но мы, главный вопрос, урегулировали этот. Да. Но просто из-за того, что я неправильно понял задачу, которая изначально была поставлена. Но я думаю, этот вопрос урегулировался все равно. Ну, понятно. Скажи, пожалуйста, помимо того, что ты вот выступаешь на концертах, ты еще же вроде кем-то работаешь. Я слышал диктором. Диктором я раньше активно работал. Прям у меня была дома студия, такая мини-студия. Там я коробочку, знаешь, 2 на 2 метра себе сам сделал, звукоизоляция, микрофончики себе взял такие. И я озвучивал какие-то заказы от всего СНГ. Я там зарегистрировался на какие-то... Это было во время коронавируса. Я зарегистрировался в каких-то там кворкингах, каких-то таких фрилансерских сайтах, и мне поступали заказы с разных стран озвучить там кусочек мультика, озвучить рекламу какую-то, озвучить летсплейщики там были, которые в интернете игры играют, я их озвучивал, там какие-то моменты там были, то есть разные там были моменты. Я озвучивал. Много реклам было. Ну, это очень круто. У тебя голос поставлен в этом плане. Да, правда. Спасибо большое. Работаем. Очень хороший голос, очень хороший голос. Ну, хорошо. Авиасейлс я читаю, кстати, в стендап основной. Это мой голос. Ну, вот и во многих местах, что я тебя слышу, такого знакомая интеграция, и я знаю этого парня. Хорошо. Теперь я бы хотел с тобой поговорить немножко о КВН. Вообще, в принципе, ты можешь сказать вообще, вот, Первый канал, мы смотрим КВН. Да. Там люди шутки шутят. С какой путь она проходит, эта шутка? Ух ты! Вообще команда, чтобы попасть в высшую лигу, это не с первого раза. Вот мы с тобой решили... Высшая лига — это прям топ. Да. Сколько проходит уровней? Просто назови, вот, допустим, как вот, помнишь, Mortal Kombat играли? Это типа Да, самый, да. типа 10-й, да? Ну вот лично для меня, смотри, вот мы с тобой решили создать команду. Вот мы вдвоем решили создать команду. Мы сразу не попадем в высшую лигу, вот к Маслякову хотел сказать. Ну, вообще, в высшую лигу не попадем. Потому что нам сначала надо съездить на сочинский фестиваль. Он происходит в Сочи каждый год, фестиваль слет всех КВНщиков, которые хотят где-то проявить себя как в КВНе. Мы приезжаем туда, и нам дают, например, 3 минуты выступления. Выступай, вот ты как ноунеймская команда, выступай. Если в случае ты классно выступил, разорвал, ты проходишь во 2-й тур этого же сочинского фестиваля. Во 2-й тур, где там самые отборные КВНщики выступают, где круто выступили. Если ты там очень круто выступил, тебя пригласят в какую-то официальную лигу, не телевизионную. Перебивая, ты выступаешь 3 минуты заготовленного материала. Ну, конечно, не А импровизация. у тебя же. типа 10 минут заготовленного материала? Ну ты типа 2-й раз выступаешь с этой же шуткой? Да, с этим Или же. вы за ночь новую рождаете? Нет, ну в смысле, ты выступил 3 минуты в первый раз, в первом туре. Если ты классно все выступил, например, тебе редактора скажут, вот здесь вот так сделай, здесь вот это убери, здесь вот это добавь. Например, они скажут. Завтра уже другие зрители, там придут редактора посерьезнее, возможно, Александр Васильевич, ну в то время там приходил, смотрел. Если ты в этом случае классно также выступил для новенькой команды, тебе, возможно, дадут возможность выступить в какой-то официальной лиге, не телевизионной, в какой-то из российских городов. Естественно, мы приезжаем обратно в Казахстан, мы сами ищем деньги, чтобы туда полететь на 1-й тур, на 1/8 только финала. Мы ищем деньги на взносы, каждая игра — это взносы денежные какие-то. То есть, чтобы поучаствовать, ты платишь деньги. Не тебе платят деньги, что ты смешишь людей, а ты платишь деньги, чтобы ты смешил людей. Вот такая система. Ты ищешь сам деньги на поездку, на питье, на жилье, на еду, на реквизиты, если они нужны. 1/8 ты выиграл. Это вот, давай мы будем рассматривать только вот самые успешные итоги. Конечно, выводы. конечно. Ты выиграл 1/8, приезжаешь в Казахстан, через пару месяцев 1/4. Та Давай же самая. ремарку, называй, если есть возможности, время. Сколько ты времени тратишь на одну игру? Год?
На одну игру, ну, 2 месяца. Мы с тобой начинаем путь. Это Вот сколько в лет? феврале ты сколько лет? Что, до высшей лиги? Да. Ну, Нужно пусть лет потратить. 5 минимум. Нифига себе. Ага, Мне поехали кажется, дальше. мне То кажется, есть лет так. 5 нужно. Мы примерно с тобой только начали путь. Ага, поехали, ты в следующую победил, потом. Дошел до финала уже декабрь. Ты финал декабрь выиграл. Вау, классно. Ты чемпион какой-нибудь там Новосибирской лиги, не знаю. Приезжаешь в Сочи опять за свои деньги. Живешь там 2 недели. Оплатишь какие-то взносы, выступаешь, например, не на первом, а на втором туре сразу ты выступаешь. То есть для тебя ты опытный, 1 год у тебя есть. Ты говоришь, я такой-то, такой-то, мы чемпионы. Тебе говорят, если ты классно выступил, потрясающе с новым материалом, либо за материал, который ты обкатал за год, тебе говорят, давай мы тебе даем тебе лигу чуть повыше. Еще как другой город, например, какой-то там, например, там Красноярск какой-то город. Или, возможно, первая лига, там, это какая-нибудь, я не знаю, какой сейчас город. Там, в случае, если ты все выигрываешь, ну, или классно ты выступаешь, занял 2-е, 3-е место, все, ты уже на слуху примерно, приезжаешь опять в Сочи на свои деньги. Выступаешь, тебе дают уже, возможно, премьер-лигу, которую Сан Саныч ведет, младший. Возможно, тогда ты в случае, если классно себя заявишься, у тебя уже много знакомых КВНщиков, редакторов, там авторов, с кем ты познакомился, ты себя классно проявляешь, обратно приезжаешь на Сочинский фестиваль уже с заявленным багажом сзади, то, что ты прошел уже как минимум 3 лиги, крутые лиги, в том числе и премьер-лигу, например. За несколько лет. Да, несколько лет, да. Ну, то есть, их тоже можно понять. То есть, это они делают продукт для Первого канала, который будет смотреть весь мир. Да. То есть им не нужны первоклассники, им нужны опытные чуваки, которые могут классно себя проявить. И они должны быть уверены, что у вас есть материал, не за полгода, а у вас есть багаж, который вы способны показать в дальнейшем. У вас есть спонсоры, у вас есть деньги, чтобы приезжать, у вас есть красивые костюмы, у вас есть классные голоса, у вас есть красивые люди и так далее, так далее, так далее. И тогда, возможно, Александр Васильевич, я то время рассматриваю, для меня он best of the best. В то время, возможно, вы попадете в высшую лигу. То есть тогда, и то, не факт, что вы выигрываете ее. То есть смотри, мы с тобой заходим с одними кейсами шуток, мы их ведем 5 лет, и через 5 лет мы их показываем на Первом канале. Ну, не факт, что и в самом... Практически. Костяк же все равно шуток останется прежним. Вряд ли они тебя покромсают настолько сильно, они же уничтожат твою Они личность. тебя покромсают. Бывали такие случаи, когда ты приехал, например, на игру, у тебя готово приветствие, у тебя готовы конкурсы какие-то, и редактора за день до игры тебе вырезают все. И ты за одну ночь должен написать все. А ты имеешь право им не подчиняться? Не играй тогда. Че приехал? Ну, я думал, пацаны, нет, мой юмор — это мой юмор. Ну, наше слово последнее. Это редактора. Да, жесть, но это большой путь. Это сильно... просто многие, кто смотрит КВН, либо смотрели, они думают, это чужие, чем они занимаются? Это легко, наш Пашка с завода, он вас всех сможет выиграть и рассмешить. Это труд. Это ты не вышел, поклоуничал, это работа. Прикинь, 5 лет ты катаешься за свои бабки. 5 лет ты пишешь юмор. Еще и ты платишь за то, чтобы... Как помнишь, команда «Спарта», которая выиграла, у них была финальная песня, то есть, чтобы добиться победы, они играли 17 лет. 17 мгновений игры, они так и сказали. То есть некоторые чуть ли не всю жизнь этому отдают. Но это лучшие годы молодости, но это молодости бурной, зато насыщенной. А можешь мне объяснишь ты, что такое феномен казахов в юморе и в музыке? Музыку не будем трогать, юмор. Угу. Почему мы так стреляем? Почему что я живу в Казахстане, я не казах, но в любом случае казахи стреляют сейчас. Потому что для любой СНГшной страны, как бы это ни звучало, наверное, и в то время, и сейчас, ориентиром всегда была Москва. То есть попасть туда в какие-то шоу, например, тот же самый КВН, это как юмористическая Мекка или Рим, когда люди туда стремятся, чтобы проявить себя в юморе. Они могут и в Казахстане добиться каких-то успехов, но для российского зрителя, как и для всего СНГшного, казахи всегда были экзотикой в хорошем смысле. То есть мы для них как-то вкусно разговариваем, для них наш юмор, он приятно гонский. Мы когда выступали в Comedy Battle, мы жили там 2 недели, и там со всего СНГ были участники, со всей России. И к нам в номер всегда заходили ребята просто пообщаться.
Просто познакомиться, просто поговорить. И они всегда усыхали, когда мы просто разговариваем. Вы так вкусно разговариваете, вы почему так смешно говорите слова, просто какие-то слова. А для нас это, мы не Обыденное. мы не понимаем, почему. То есть мы даже не замечаем этого. Мы когда разговариваем, все, они блин, да, как вкусно вы разговариваете, блин. Не знаю, для них это вот что-то такое, наверное. Экзотическое. Да, экзотическое, что-то закулисное. Для них это что-то вновье. Ну вот, например, мат. Когда матерится казах, это же совсем по-другому воспринимается. Почему? Ну, не знаю, мы именно русские маты используем вкусно. Чуть-чуть с перчинкой. Это почему я тебя сейчас спросил. У меня есть один новый ученик, он приехал с России сейчас, я не знаю, что он здесь делает, гостит или отдыхает, я не знаю. И он говорит, вот как ты один в один сказал, вы так вкусно материтесь. Вот вы произносите мат, ну, вы не ту суть несете, которую он должен нести, но он такой смешной, говорит. А можно материться здесь? Нежелательно, но если всё, хочешь, хорошо. заматерись. Нет, Ну, смело нет. можешь. Но он в любом случае слышит. Мы материмся, грешим. Но в любом случае, как без мата, да, ты стукнулся, ты же не скажешь. Но в любом случае он говорит, что это круто. Потому что он чистый коренной москвич, он очень богатый москвич, и он, когда приходит сюда, он в шоке. Как матеряться здесь? Он говорит, блин, поматеритесь еще, говорит. Нифига, в смысле, ты за матом приходишь, что ли? Мне, говорит, нравится. Вот есть слово матершина, я не буду ее говорить. Да я скажи смело. Да? Да. Вот, допустим, слово долб***еб, допустим, да, вот где-то вот в России это такое оно звучит, типа как тупой означает, да, что такое там чуть-чуть даже обидно. А мы это можем сказать лучшему другу, знаешь, типа, то есть, видишь, любя, то есть мы это всё Ну, это говорим. знаешь, здорово заебал. Да, Это что такое вообще? Ну, то есть, с точки зрения мата, он какой-то такой непонятный. Он не несет ту нагрузку, которую несет в России. В России, наверное, за это подерутся. Но А в Казахстане- возможно, некоторые казахи, они даже не знают значения некоторых мат. Они могут и не в тему это что-то там сказать. То есть... Ну, это да. Как ты смотришь на то, чтобы материться на выступлениях, допустим, на стендапе или когда выступаешь? Если есть возможность не материться, лучше не материться. Но иногда есть такие шутки, без которых мат не звучит. То есть ошибка, наверное, многих стендап-комиков, которые никогда в жизни не проявляли себя в юморе, они думают, что чем чаще материться, это усмешняет. Это Не должно быть смешно. много матов. Один, Не должно но быть, не должно быть, чуть-чуть, да. да? Вот если это прям необходимо, тогда окей. А желательно вообще, чтобы было чистенько все. Ну, представь, что ты смотришь, ты хочешь, например, своей тете показать выступление стендап-комика, и чтобы тебе, опять же, не было... Стыдно. Да, чтобы ты не краснел из-за этого, да. Но желательно без матов. Без оскорблений, Здесь без никого вообще. Здесь да. Да. С тобой согласен. Почище, чтобы было. Хорошо. Еще один такой вопросик. Ты же был на съемках, скорее всего, на телеканалах. Как там это все вообще происходит? Допустим, давай сравним. Если не ошибаюсь, ты сказал, ты был на Украине, Да. ты был в России. В Украине. Правильно, в Украине был, ты был в России и был еще На где? России. Не, в России. Ага. Так. Я начал сомневаться в своем русском. Ну, то есть ты был во многих, назовем, странах. И в чем основное отличие? Самое важное отличие между ними всеми? Мне очень сильно понравилась организация именно московских шоу. Это и звезды, это и там игра, это и концерты, и Comedy Battle. Comedy Battle для меня было вау, какая организация, вау, какая крутая организация вот именно съемочного процесса. Потому что нас туда пригласили участвовать. Как мне еще я туда попал? Хочешь, возможно, ты спросишь. Это случайно вообще. Был сезон, назывался Comedy Battle на ТНТ «Без границ». А я смотрел Тоже до этого смотрел. все шоу, и там я такой, вау, прикольно. А когда без границ, это значит, они ездили по всем странам СНГ. А он без границ, типа шутки. Нет, они ездили по странам СНГ, вот они, продюсеры, приезжали в Алмату и в Астану, чтобы отбирать. А вопрос, как узнают люди, что они приезжают? Они какое-то объявление дают или они сами точно? Вот сейчас ты об этом узнаешь. Comedy Battle, все, вау, классно, да? Я такой, о, нифига себе, ТНТ приезжает в Казахстан, что? И они ездили, по другим странам СНГ, естественно. И в Алмате, когда они были, было очень мало людей на кастинге, потому что люди, что? Почему рекламы никакой не было? То есть не было никакой особой рекламы вообще. То есть она была, возможно, как-то вот сильно на поверхности. И очень мало людей пришло на кастинг в Алмату. Очень мало. И они приехали в Астану, продюсеры, редактора. И там было 2 дня кастинга в Астане. Потому что они думали, в Астане сейчас отберем нормально.
И в Астане очень мало пришли людей. Меньше, чем в Алмате. По-моему, да. По-моему, там чуть ли за весь день, ну, человека 5, наверное. Там, знаешь, вот так. Очень мало. И среди этих 5 человек был Арнат Утюбергенов вместе с Ернаром. Это вот маленький. Это вот та самая монтюра, о которой ты говорил в начале. Там, случай в аптеке, там, без ноги. Они просто шли в Астане мимо, с работы шли. О, а что это за плакат висит? Там, Comedy Battle, что-то там. Давай зайдем. Они понятия не имеют, что такое Comedy Battle. Просто зашли. И они прошли кастинг. Потому что им, редакторам понравилось их вот эта вот тема. И они мне звонят, я в Караганде живу. Мне звонят, слушай, приезжай завтра, последний день, есть Comedy Battle ТНТ, они там что-то куда-то снимают. Я такой, о, прикольно, я знаю, что это такое. Я приехал на поезде на следующий день, и очень мало людей было на кастинге на второй день. Там, опять же, я приехал, я очередь почти что не ждал. Я пришел в обед туда, и там человека 3 в очереди сидели, после меня там никого. Я написал шутки какие-то, я прошел, меня взяли. Страшно было? Да. Как боролся со страхом? Я, короче, знаешь, в чем, наверное, был мой плюс, почему я прошел? Наверное, это и с продюсерской точки зрения. Я анкету заполнил как долбан. То есть там были ребята, которые занимались юмором, знаешь, там они писали вашу деятельность, они написали там я ведущий мероприятий, там на. Я какую-то ерунду написал, там типа чем вы занимаетесь, я написал типа не знаю там я 5-я черепашка-ниндзя или что-то, я не помню, что я написал, какую-то ерунду там, да? Типа, почему у вас такая прическа? Я просто вот так вот, и все. А они, оказывается, проверяют эту анкету. Они, оказывается, по анкете вопросы задают. Я не знал. Они говорят, Рустем, вот вы указали, что ваш двоюродный брат — это червяк. Почему? Я так написала. И я на ходу начал придумывать то, что вот, ну так вот, там тетя родила червяка. Там, что-то там, я не помню, что я там нес. И они начали угорать. Возможно, не над шутками, которые я подготовил, а не то, что как-то как я общался, то, что я как-то так анкету... И они такие, о, давай, проходи, ладно, окей. И меня взяли. И все, и они говорят, все, ТНТ оплачивает вам перелет, проживание в гостиницу, 2 недели живете, потом съемки, все, классно. Организация потрясающая. Все участники живут в одной гостинице, в большой, 500 человек, там 300 человек, там же живут редактора все. И, то есть там как происходит процесс вообще подготовки к съемкам? Каждый день я пишу шутки какие-то и несу это все в этот же день редактору. А вопрос, редактор один Нет. или их там типа штук 40? Не 40, но человек 15 редакторов, и за каждым участником закреплены редакторы разные. Например, один редактор музыкальное что-то редактирует, другой на миниатюрщиков, других там сольников, другой стендаперов, например, редактирует. То есть вот такие вот там разные. А вот сразу перебью, а вдруг редактор хочет затопить тебя? А смысл? А он как-то заинтересован финансово помочь вам? Ну, типа, он получает какие-то плюшки? Типа, ты победил, он такие, красавчик, тебе бабки сверху. Или это просто ему... Ну, просто, мне кажется, это просто личный респект от... А жизненно, ну, душа. вы не понравились. Ну, тебя же взяли же. Они же тебя и взяли. То есть А если ты поругаешься с ним? был момент, кстати. Извините. Это все витамин D3. Был момент, когда, короче, там ты живешь 2 недели, каждый день ты редактируешься редакторов. Последнее слово это говорит главный редактор Вячеслав Дусмухаметов. Это самый крутой на ТНТ вроде, да? Ну, он генеральный там, продюсер одного из... Ну, я не знаю все его точные регалии, но он такой вот мужик. Как там у нас все это было? 2 недели ты находишься в Москве, из них 3 последних дня — это съемки. То есть, по сути, ты 10 дней пишешь шутки. На 11-й день приезжает сам Вячеслав Дусмухаметов в гостиницу, и там снимает большой конференц-зал, и он сидит, и сзади него все редакторы, все работники. Там человек 20-30 сзади сидят. И все участники... Он сидит на каком-то троне? Ну, типа, прям Нет, трон, нет, он просто в середине сидит. Все знают, что он там? Да. Ну, типа, он реально сидит спереди или он среди толпы сидит? Он сидит вот в центре. Чтобы смотри, чтобы морально давить... Да. Ну, давить, у нас да? так это было, да. Мы больше его боялись, чем сцену. Ну, просто интересно, типа, он в толпе, типа, замешался такой, типа, и наблюдает. Или он такой сел, я здесь, босс, давай, шути. Ну, специально, чтобы встряхнуть. У нас сейчас будет такой пример. Давай, ага. То есть все участники, они одеваются в красивую одежду. В чем ты предполагаешь выступать? Чтобы заодно он еще и проредактировал твой костюм. То есть да, в этом выступай, либо переодевайте его. И все, мы перед ним выступаем. Я расскажу про свой первый год, когда я выступал один, с шутками. 10 дней мы с редакторами работали. Я принес, все, я в костюме пришел, чуть волнительно. Он сидит, как Кинг-Конг, смотрит, там, знаешь, сзади него все редактора. Я читаю шутки и смотрю на его реакцию.
И он в конце шутки такой кивает. Типа, не смеется, а кивает. Типа, знаешь, типа, я так и знал, что шутка закончится так. Типа, я так и понял. Типа, все, я сказал все шутки, он говорит, давай сюда. Я принес ему шутки, и он такой говорит, ну здесь можно же вот так шутку добить. Сам дописывает. Я смотрю, и она, блин, смешнее, чем мои в 10 раз. Знаешь, что вот так. Я такой, Но это блин, типа ну ты чё? оцениваешь здраво или типа потому, что это он делает? Но здраво оцениваю то, что он такой, ну вот это уберем, потому что он еще не просто режет, он объясняет почему. Ну здесь потому что, ну зачем здесь вот мат после этой шутки, она чуть-чуть не будет как. Давай его попозже поставим. Ну то есть он с лучших побуждений Ничего редактирует. себе, даже еще по таймингу сразу, да? Да. Например, если говорить в комплексе, вот за все 10 дней у меня было около 100 шуток. Каждый день по 10, например. До него дожили 14. После эфира, там же режут еще там, в эфире было штук 9, наверное. То есть вот так вот. Все это А вот так показали вот 3. Нет, вот показали, ну, шуток 7, наверное, не знаю. Так вот это все выглядит. Но были моменты, когда приехали 2 человека, миниатюрщики, дуэт, они все 10 дней жили, приехали на редактуру к нему и начали с ним спорить, ругаться. Они там не совсем понимают там, юмор, КВН не играли. Мы-то знаем, кто это, то, что он, наоборот, лучше скажет. И они начали с ним спорить. А почему вы нам вырезаете? А что, какое вы имеете право? Он им сказал просто, все, завтра домой. И не уехали. Да, все. Карьера окончена. Все, да, вы в черном списке, все. Завтра, думаю, никакое шоу в мире, вы нигде не будете. Ну все, они зря 10, ну да, посмотрели Москву, пожили, потом искупались там, но они не дожили Не, ну до с одной выступления. стороны это правильно. Зачем ругаться? Но он нас, ну, у всех участников как-то, наверное, психологически уничтожал. Мы его больше даже побаивались, чем саму сцену. Мы уже на следующий год с Арнатом вместе выступаем. Дуэтом, вот миниатюра «Ой, бой», мы до финала дошли в этом году. Каждый раз, когда мы к нему приходили на редактуру, он просто нас оскорблял, он нас обзывал просто. Мы просто пришли, он такой, чё приехали, придурки? Хотя за ним последнее слово, там, кто будет среди участников. Он знал, что мы будем. Он специально, знаешь, типа, чё приехали, придурки? Но мы такие, да не знаю, вот просто выступать. Мы не понимали, с юмором ему отвечать или всерьез отвечать. Потому что если с юмором, он скажет, да чё вы тут стараетесь, что-то шутите. Жесть. Да. И вы, будучи уже взрослые дядьки, Да. все равно этот страх присутствует. Да. Жесть. Но, возможно, это правильно с точки зрения психологической, потому что он, наверное, подумал, да лучше меня бойтесь, чем на сцене вы обкакаетесь. Уже с камерами. Это некий отец сия юмора, да? Ну, многие КВНщики к нему относятся с уважением. Он и помогал многим КВНщикам, которые... А он сам КВНчик? Он играл... Ну, он, наверное, не в телевизионных лигах играл. Он больше известен как автор. Он помогал командам. Вот сколько я знаю, вот уездный город, он сам с Челябинска, уездный город, Луна, вот с ними вот он, по-моему, в тесных А отношениях. как он таким стал? Надо почитать его биографию, я не знаю. Ну, просто умный человек, который понимает очень... Вот именно вот этот человек, который находится в тени, но который делает своими мозгами качественный продукт. Вот последние несколько лет я его имя постоянно слышу. Мгм. Постоянно я его слышу. Мгм. Мне уже настолько часто его слышу, мне захотелось узнать, кто ты вообще? Мгм. Кто ты? Дай тебя увидеть. Но был такой момент, когда мы уже были съемки, мы сидели в павильоне, и он пришел, и он что-то сидит, так кофе пьет, и в одну точку смотрит. Мы такие подходим к нему, такие, а можно что-то спросить? Не помню такое. Он, подождите, не отвлекайте. Через 5 минут подойди. И мы через 5 минут подошли, и он говорит, извините, просто 4 серии интернов придумал. Вот так вот он сказал. То есть он же пишет интерны, он писал, он универ, это все через него. Блин, а вот он на жизнь, наверное, идеями такой зарабатывает, да? Скорее всего. Ну просто прикинь, каким это надо быть человеком, чтобы прийти, слушать все шутки, столько людей прослушать, пропустить. Даже морально Вот когда мы очень ездили тяжело. на шоу «Игра», «Звезды», он же тоже там редактирует. То есть у него очень насыщенный график. Там каждая минута он куда-то там. Один вопрос, если можно ответить на него. Шоу «Игра», я помню, был закрыт одно время. Мгм. Почему, не знаешь? Ну, что можно сказать? Было много версий. То, что... Я слышал, что звонок был от КВН сделан главному, самому главному в стране, и он сказал закрыть. Мгм. Ну, то, что как будто бы рейтинги круче, чем у КВН и так далее. Тем более это там мои сами КВНщики. Там. Есть, это одна из версий тоже. Одна из версий — это просто банально коронавирус. Там кто-то и там заболел. Много было версий. Ну, просто, прости меня, я Что было, то работаю в было. этом бизнесе, я понимаю, что уже давно все снято. Вряд ли там снимают
По чуть-чуть. Мы знаем, что, скорее всего, все выпуски сняты Нет, были. не все были сняты. Ну, хотя бы половина была снята. Давай так, в запасе было еще 2 выпуска. А Финала не было снято. финал, я не помню, уже был или нет. Финала не было снято вообще. Еще не снят. Вообще, было, сейчас, не- на данный момент. Ну, шоу «Игра» закрылось, там все, финала не сняли. Было потом другое шоу-концерт, где не было соревновательного вот этого эффекта. Потом шоу «Звезды» и опять «Звезды». А что касательно дальше сравнивания шоу, в Украине я был. В Украине я был... Рассмеши смешного. Рассмеши комика. А ты кого шутил? А? Над кем шутил? Ты хотел рассмешить, если не ошибаюсь, В жюри были Владимир Зеленский Зеленский. и Евгений Кошевой. Я был несколько раз, жюри даже менялось несколько раз. Ага. Я выступал, не помню в каком, по-моему, в 2015 году, тогда Зеленский был в жюри. Перебью. Кого легче рассмешить? Смешного? Ну, типа комика или зрителя? Который типа, давай, смеши меня. Зрители. Легче. Да. Блин, почему? Потому что комик, он понимает юмор. То есть его Ах надо ты. каким-то вот таким вот способом там, рассмешить, знаешь. Ага, в итоге ты выступаешь. Да. Там по-другому все было. То есть там, вот если там мы жили по 2-3 недели, а вот именно в Украине ты всего лишь 1 день. 2. Ты приезжаешь туда, они все тоже оплачивают, все. Приезжаешь, заселяешься в гостиницу, в этот же день ты едешь на редактуру, на единственную редактуру. Приезжаешь, спишь, завтра съемки, улетаешь домой. Все. Там было смешно. Там было прикольно. Там, знаешь, чем отличается еще? Я смотрю вот по экрану, как будто бы такая студия, вау! А по факту так все мало, оказывается. Так все вот они вот близко сидят, оказывается. А там далеко. А там кажется на экране, что далеко. Зрители кажется, что далеко. Они вот прям рядом-рядом. И ты такой, вау, как все здесь оказывается мало, как все здесь маленькое. Но там было прикольно. Я первый раз выиграл. Было прикольно, кстати, то, что до меня ездил Арнат туда один. Он поехал в 2014 году, и как раз там начиналась эта вся движуха. Вот это там что-то на площади люди начали выходить, там это недовольство. И он говорил, блин, капец, мне страшно там. Потому что там на тебя смотрят, как на азиата, знаешь, как на афроамериканцев в Тимиртау. Знаешь, как будто типа, что? Там мало азиат. И он говорит, мне чуть-чуть здесь не по себе. Потом он говорит, ну и он мне писал, то, что пришли мне шутки какие-нибудь. Я ему какие-то архивные отправлял шутки. И он говорит, капец, страшно, потому что он... А ты бесплатно помогаешь? Ему, ну, с друзьям, конечно. Он вечером пошел в магазин продуктовый во дворе, говорит, утром просыпаюсь, выхожу, а он взорванный уже. Блин, капец, страшно. Говорит. И тогда вот все... И он там выиграл главный приз, 50 тысяч гривен. В то время курс гривны очень сильно упал. То есть было 1 к 20, а сейчас там 1 к 7 стало. И он выиграл деньги, 50 тысяч гривен. И через год я поехал. Я выиграл не 50 тысяч гривен, а 20 тысяч гривен. Это 4-ю минуту я рассмешил. Но курс чуть-чуть стабилизировался и стал лучше. И по факту я в тенге выиграл больше, чем Арнат. И он говорит, блин, надо было мне на следующий год ехать. Ну, блин, это круто. Скажи, пожалуйста, вот в КВН ставят оценки. Да. Как они формируются? Ну, типа, почему кому-то 5 ставят, кому-то 4, кому-то 3? За что они их ставят? Ну, типа, критерий оценивания какой, ты не знаешь? Или вам про это не говорят? Я, честно, не понимаю, почему в КВН жюри. Я всегда думал. Потому что это же субъективное мнение. Вот если ты рассмешил весь зал, круто было бы, знаешь, как, по-моему, даже какое-то шоу на СТС такое было, если бы зрители считали. Зрители решали бы. У каждого пульт 5, 4, 3, 2, 1, и они решали бы. А как-то так, когда 5 человек... Не, ну здесь же тоже вопрос того, что придет больше твоих болельщиков, чем моих. Я проиграю. Тоже такой же момент же. Ну, именно касательно высшей лиги, мне кажется, там не только зашло, не зашло, там же еще и все как-то политически все решается. Как-то для рейтинга. Смотри, например, представь себе, играет... Вот, игра КВН, например, представь. 5 команд. Там город Новосибирск, город Рязань, город Владивосток, город Пермь и Астана. Астана вылетела, например. Как думаешь, в 1/4 будут меньше людей смотреть канал? Конечно. Конечно, меньше. Поэтому они, возможно, такие... Где-то чуть лучше оценку могут поставить. Где-то добрать, знаешь? Где-то там... Это не обязательно, это для примера я просто добавил. Ну, я понял, Где-то да, там конечно, чеченские команды, возможно, где-то Не, ну, очень это другие, логично. украинские команды. Но мне кажется, зачастую и в большей степени все честно там. Все А скажи мне, та самая легенда, говорят, наша первая команда, она как называлась у нас? Спарта? Выпросила победу. Но я слышал Выпросила? такую байку. Правда это или нет? Но они вот, то, что они 17 лет играли, в итоге просто выпросили победу. Ну дайте уже нам что-то уже, ну что вы, мы тут... Я бы сказал, это
выпросили совместимо с «Было смешно». То есть они весь сезон, именно в 2017 году, команда «Спарта» выступали как отличники. Там вот не придраться. Вот, по сравнению, опять же, с другими командами, вот они заслуженно взяли чемпионство. Хорошо. Теперь я хотел поговорить уже к завершению, к одному такому вопросу. Завершение уже, окей. Ну, это, может, и не завершение будет. Есть фраза «Ой, бой». Да. Откуда она родилась? Ты имеешь право о ней говорить вообще? Конечно. Я участвовал в этой миниатюре. Как она родилась вообще? Это, наверное, вопрос надо задать Карнату, потому что, как он рассказывает, в его дворе, в Караганде, в Майкудуке, старшики так называли щеглов. Ой, бой, сюда иди. Это как призыв, знаешь, типа, пацан, типа там. Возможно, как-то симбиоз с английским языком. Ой, бой, сюда иди. И как-то мы это в миниатюру как-то внедрили, и как-то так получилось. И сравнивая, если, кстати, казахстанские шоу. Это все, это последнее сравнение для меня. Я участвовал в шоу X-Factor, в шоу «Голос». Вот когда я участвовал в X-Factor, я уже участвовал на тот момент и в украинских, и в московских шоу. Я уже приготовился, знаешь, типа, будет примерно так же, классно. Но было не классно вообще. Это моя боль. Где, как не здесь, я могу ее рассказать. Я нигде больше не могу такое рассказать. Я бы хотел пожаловаться, Александр. Давай, смело. Во-первых, я начал понимать, как проходить кастинги. Местные, назовем. Любые кастинги. Если ты пришел на какое-то шоу, неважно, ты певец, ты танцор, ты хоть кто, для любого продюсера, для любого креативного человека, который работает там, важна история твоя. Кто ты? Почему мы должны тебя взять? Будет ли это интересно зрителям? Нужно придумать какой-то ход. Историю как для участника, как и для продюсеров. Например, представь себе. А если ты соврешь? Да, ничего страшного. Сейчас ты поймешь. Представь себе, идет кастинг вокальный. Стоят 9 девушек в национальных казахских костюмах, которые одинаково классно поют. И 10-я — это женщина, 50-летняя трактористка, которая классно поет. Для продюсеров будет интересно ее взять. Потому что она из народа, знаешь, она не занималась... такая интересная. Или человек, знаешь, когда вот много смотришь какие-то шоу, человек, который не просто занимается танцами, а человек, у которого тяжелая судьба, знаешь, там. И люди будут за ним следить, смотреть. Я много кастингов не мог пройти, вокальных, много не мог пройти. Но однажды я пришел на кастинг, на X-Factor, я оделся как ботаник, как физик, знаешь, какой-то. Я специально. Я до сюда брюки надел, очки вот с такой с диоптрией, там, лохматый. Я специально шепелявил, заикался. Здравствуйте, я такой-то, с плакатом с каким-то пришел. И жюри такие, понятно, ну ладно, давайте, что, вы кто? Я начал врать там, я физик, я так разговаривал. Ну ладно, давайте, пойте, все понятно с ним. Да, ладно, спойте. И я очень круто спел. То есть на контрасте это выглядело для них эффектом «Вау, прикольно!». То есть они, возможно, и понимали то, что я придуряюсь до этого, но они такие давай мы тебя возьмем, это прикольный ход. Я вот так начал проходить кастинги. И дальше из шоу «Голос» то же самое касается. Надо придумывать что-то, чем ты вот отличаешься от других в любом случае, чтобы слушателю и зрителю было, по крайней мере, прикольно за этим наблюдать. На последнем ЧЗХ ты вытащил пианино, назвал гитару. Это я не помню. Но это было смешно. Говорит, несите мою гитару. Я говорю, какая гитара? Он пианино выносит, начинает на нем. Говорит, что происходит? Это что, говорит, рекламная пауза? Но это было смешно. Спасибо. И вот, меня позвали на X-Factor на съемки в Алмату. Там они, во-первых, не оплачивают ни проживание, ни билет, ни логистику, никакую вообще. Я приезжаю в Алмату на съемки первого тура. В жюри Нагима Искалиева, Дильназ Ахмадиева и третий какой-то мужчина, я не знаю, кто это. Я приехал в 8 утра, и нам не говорят, когда ты выходишь. То есть был бы какой-то, как в ЦОНе, знаешь, там, ты 35-й, чтобы ты хотя бы ориентировался, когда. Нам ничего вообще никак не говорят. А почему? Я не понимаю. То есть просто какая-то организация была, как будто бы вот они здесь и сейчас понимают, что надо делать. Нас никого не выпускали на улицу. Ни покурить, ни в магазин сходить. Вообще просто вот все. Здесь тусуйтесь, все. Чтобы ты понимал, там не кормили. Там вообще не кормили. То есть, говорят, хотите покушать, идите в лаунж, там, на второй этаж, там что-нибудь себе купите. А там пирожок с лук с яйцом стоит 9 тысяч тенге. Я такой, нет, спасибо, до свидания. Там у какой-то ажеки были баурсаки с собой, она там раздавала. Я такой, Рахмет, спасибо большое. Чтобы ты понимал, я попал туда, к жюри в 2 часа ночи. А пришел? В 8 утра я пришел. Там просто выходила администраторша такая, говорит, так, давай, ты. Все, почему они? Вот так вот, я не понимал, почему. Просто вот наугад. Так дети дома вечеринка, все, ты тост пойдешь. Да.
И я такой сижу и думаю, а почему меня не спрашивают флешку с моей минусовкой? Был бы я в других шоу, меня бы еще за месяц до этого бы спросили, почистили бы авторские права, запросили бы, можно ее петь, нельзя петь. Почему меня не спрашивают? Я вот скоро зайду. Я захожу, вот там сидит жюри, камеры, все. Со мной познакомились, там, пообщались, там, я такой-такой, я вот с плакатом пришел, я вас нарисовал, я что-то такое там сказал. Я сказал, знаешь, как я с плакатом пришел, я говорю, я вас нарисовал, 3. Они такие, о, прикольно, покажи. Я открываю плакат, а там просто стол без них. Я говорю, ну, себя сами нарисуйте. Они начали угорать. Они говорят, давайте пойте. И звукорежиссер говорит, можно вашу флешку? Я такой, да, держите. Только сейчас. Понимаешь, только сейчас они берут флешку, сразу включают, я начал петь, все, ты прошел. Я прошел кастинг, Нагима говорит, да, Дильназ говорит, да, третий мужик говорит, нет, мне не нравится. Но 2 да, я все равно прохожу. И мне говорят, администраторы говорят, следующий тур через 5 дней. Все, приезжай на 2-й тур, через 5 дней будут съемки. Я такой, все, хорошо, окей. Назад в Карагуду смысла нет ехать. Я у своих кентов, там, КВНщиков, вот опять же, хороша дружба с КВНщиками, там, с Костаная КВНщики, я у них жил 5 дней. Как-то там пытался питаться. Через 5 дней я приехал. И там 3 категории участников. 3 жюри. Первая категория — участник младше 25 лет. Вторая категория — старше 25 лет. Это я был. И 3-я категория — группы. У каждого жюри свои. И вот, все, говорит, участники, все, 2-й тур, все, заходите в павильон. Мы зашли, вот чисто вот кто 25+ люди. И все, мы стоим, ждем, камер нет. И выходит вот этот мужик из жюри. Ребята, поздравляю, вы классно выступили на 1-м туре. А сейчас я читаю списки людей, кто будет во 2-м туре. То есть я думал, что я уже во 2-м туре. Он такой... Все, читаю список, кто во 2-м туре. Называй фамилию, вы направо, а остальные все стойте на месте. Там Иванов, там туда направо, там Харсенбаева, Асель, направо. Нас было человек 30, 15 прошли вот сюда, 15 мы стоим на месте. Он говорит, поздравляю, вы во 2-м туре. И на нас смотрит, а вы, к сожалению, нет, спасибо за участие. Это нет, не снимается вообще. Мы стоим такие, а почему? Почему? Просто нам дайте хотя бы объяснение, почему. Он говорит, ну вот так, все, вы не проходите. Я сначала подумал, может быть, мы не прошли те, кому он сказал нет. Мне он сказал нет. Потом я смотрю, со мной девушка стоит, она говорит, ну у меня 3 да было. Все классно. Мне было жалко Ажеку, которая там, знаешь, которая классно спела. Она после того, как прошла, она позвонила родным, такая, накрывайте стол, я прошла, все, супер. Я не хотел пройти в полуфинал, финал, не хотел, нахер надо. Мне просто, дайте объяснение просто. Чтобы быть лучше завтра. Просто скажите, почему. Вот ей дайте объяснение, которая плачет сейчас, девчонка. Вот ему дайте объяснение, вот эта Аташка стоит, пела. Вот ему дайте объяснение, почему просто. Скажите, почему. Если у вас лимит по участникам, должно пройти только 15, сделайте мини-соревнования, без камер вообще, чтобы хотя бы какой-то интерес был. Да, мы же, или скажите сразу мне, я домой уехал бы. Я 5 дней здесь, нафига здесь я тут тусуюсь. Позвоните, скажите, езжай домой, ты не проходишь. Вот это вот зачем? И просто как будто бы они, возможно, были не готовы к какому-то... Чуть-чуть как будто бы спустя рукава это все происходило. Не было вот какой-то административности вот в этом все. Я такой, блин. Я с тобой соглашусь. Опыта не хватает, как будто бы. Ну, сейчас, может, хватает. Проблема это была, есть и будет, мне кажется. Коррупция, думаешь? Я думаю, не то чтобы коррупция. В моем случае, допустим, у меня не было как бы такого, что ты говоришь, большого опыта, но я тоже сталкиваюсь с тем, что ты пройдешь, не пройдешь. У меня был другой случай, а я выигрываю фотовыставку. У меня есть пару кадров, которые катались по выставкам и забирали первые места. Ну, там редкий кадр, редчайший кадр я поймал. Я в одном выставке выступаю, но я не буду говорить имен, ничего, но мне говорят, Алекс, тебе 3 место. Я говорю, за что? Дайте пояснение. Тебе 3 место. Потом, спустя много лет, я встречаюсь с человеком, говорю, почему мне дали 3? Первый должен был взять тот человек, второй тот, а 3 ты знаешь почему. Я такой, блин. И такой, пацаны, это же несерьезно. Искусство не должно делиться ни по гендерам, ни по цвету кожи, ни по национальности. Если ты, получается, должен действовать. Я такой, окей, ладно, короче. И пошел дальше своим путем. Я понимал, что будет так. Возможно. В моем случае, видишь, как это случилось. Потом мне дали это пояснение. Но сейчас в Казахстане, я думаю, здесь играет большую роль брат Сват. Это раз. Именно по блату. А второе, это потому что, я думаю, нашей независимости в 30 лет вроде, да? То есть, куда там? Но нас еще нету. В любом случае, конечно, молодцы, то, что что-то снимает, что-то там, что-то замахнулись, да, так скажем, но
Знаешь, что меня еще сильно бесило? Вот в вокальных именно казахстанских шоу я смотрел, когда... Если смотреть зарубежные вокальные шоу, жюри, когда поворачивается или там смотрит на участника, если человек проходит, они говорят «да» и комментируют это. Почему? Почему ты проходишь? И наоборот, если человек прошел, они говорят «нет» и говорят «почему нет». Тебе, ну, понимаешь, ты там не попадаешь, прямо могут сказать. Ты плохо поешь, занимайся, похудей, там, не знаю, что угодно они могут сказать. А вот именно в казахстанский, когда вот я смотрел, сейчас я не знаю как, а то они, знаешь, такие вот любят хором «нет». Все. Человек месяц старался, ну объясни, почему нет, скажи. Даже не для эфира. Скажи, нет, потому что ты на 3-й минуте сфальшивил. Нет, мне не нравится твое платье. Нет, смени прическу. Вырежите это. Ну пусть он... потратит 20 секунд своей жизни. А просто нет. И причем, я говорю, это не про единичный случай. X-Factor в Казахстане сколько было сезонов? 15, наверное. Я знаю ровно 0 победителей. Шоу «Голос» в Казахстане было очень много сезонов. Как детских, так и казахских, так и казахстанских. Много. Я знаю ровно 0 победителей. Почему их не раскручивают? Они же победили же. Они там выигрывают какой-то контракт с Sony Production, Madaktion, вот это вот. Почему я их не слышу? Почему я их не знаю? Ну, попробую затронуть такую тему Димаш. Он же в Казахстане тоже выступал. Да. И много где. Но он столкнулся, я думаю, с такой же проблемой, как и ты. То, что ему кислород перекрывали, ну да, ему есть даже, по-моему, видео какое-то, когда ему говорят, что ты что-то там не очень. Но потом он стрельнул в Китае. А потом мы такие наши, а уже все. Да. Если не ошибаюсь, он же под их флагом, не флагом, типа под контрактом находится, вроде бы. Это точная информация не была. Я не знаю. Ну вот он вовремя понял то, что здесь, возможно, крутости масштабно я не получу, попробую там. Там его поучаствовал. Я думаю, больше, знаешь, что наши люди боятся осуждения, что если я тебе сейчас дам совет, ты обидишься, ты не так подумаешь, а вдруг ты еще станешь лучше, чем я думаю, страх еще потерять свои места. Я так думаю. Почему? Потому что, допустим, я сейчас преподаю, у меня небольшая школа, как ты знаешь, и я правду ребятам говорю. Вот он придет, я говорю, родителям не верь, родным не верь. Они все тебе будут врать. Ой, Джан Мал, ты такой молодец. Ну, потому что они не хотят тебя обидеть. И у нас в связи с тем, что 7-е колено ты должен знать, не дай бог ты обидишь чего-то родственника, тебе же капец. Я думаю, с этим очень кардинально с этим связано. А я своим ребятам говорю правду. Ты снял плохо, почему? И я даю пояснение. Есть рост. Я удивлен, насколько хороший рост. То есть, если там 5 лет назад я открывал просто школу, чтобы поприкалываться, ну, что получится? То сейчас уже пришли к каким-то очень большим величинам. Потому что я не боюсь того, что у меня нету братьев, нету сватов, которые бы меня осуждали. Ну, без проблем, там совет, скажу правду. Да. Мне очень нравились организационные моменты, вот именно вот, что касательно ТНТ, там безумно все профессионально снято, например, там режиссер, когда что-то там говорит, например, там, еще раз перезапишем, там, ну, допустим, какую-то рекламку ставить, еще раз. И ведущий, наверное, тоже сам Павел Волю, супер профессионально все делает. Говорю, где-то он запинался, аплодисменты еще раз. Я очень сильно удивился, когда Ольга Бузова приехала в жюри, в Comedy Battle на ТНТ, все зрители — это мы сами участники. Все зрители. Потому что 3 дня съемок, когда ты не снимаешься, ты в зале сидишь, поддерживаешь своих кентов. И утром приехала Ольга Бузова в жюри, очень сильно болела, она простыла. Она прям, у меня голова болит, у нее просто нездоровый цвет лица был. Утром приехала в 10 утра, мы все сидим, смотрим на нее. И пришли, извините. Ничего, пусть пишет, не волнуйся. Пора просыпаться. Подожди, перебью. Вот ты сказал, пора просыпаться. Во сколько ты просыпаешься? Вообще. Мне когда-то давно надо было проснуться в 16:25. Я не понимаю, почему. Это, наверное, год назад этот будильник стоит. Я не понимаю, как его убрать. И каждый день в 16:25 у меня вот... Не, ну вообще, во сколько ты просыпаешься? Или во сколько ты ложишься? В последнее время я просыпаюсь рано. Это для меня рано — это 11 утра. А засыпаешь? В 2, в 3. Почему? Я смотрю «Отчаянные домохозяйки». Серьезно? Мне жена подсадила сейчас, я начал смотреть «Отчаянные Мне жена до домохозяйки». сих пор смотрит, но я подслушиваю пока, я еще не участник. Карлос мой любимый. А шутки когда лучше пишутся, днем или ночью? Сейчас я про Бузову скажу. Мы удивились, что насколько это профессионально, потому что она пришла сильно больная, но потом, когда режиссер говорит, все, 3, 2, 1, съемки, она превратилась в максимально позитивную девушку такую, которая делала шоу. Потом все, она 2 часа такая веселая, классно, потрясающе.
Съемки окончены, она обратно превращается в лягушку, которая сильно-сильно болеет. Пошла пить инсти-чай. То есть для меня я такой, вау, как профессионально работают люди. То же самое касается и операторов. Там был оператор какой-то, у которого нога то ли сломана там была, или что-то такое, он сильно хромал. И именно когда надо было классный кадр снять, он там, знаешь, чуть ли не лежа, ползая, там какие-то классные кадры там он успел снять. Я такой, вау, как классно. А опять же, это именно в том сезоне там X-Factor было, когда кто-то там сказал, мы жрать пошли, там, знаешь, кто-то там из жюри. Я пошел курить, я пошел жрать, и 3 часа их не было. Я такой, да, блин, ну, мы же не животные в загоне, блин, ну, что-нибудь придумайте, пожалуйста, выпустите нас. Но сейчас, возможно, у них сейчас как-то все сильно шагнуло вперед. Я вот в том году, кажется, я участвовал в шоу «Голос» казахстанском. Там шагнули вперед. Ну, хорошо, это в Казмеде у нас в Астане снимали. Там лучше была организация. Но все равно было непонятно иногда то, что когда ты выйдешь. Вопрос был связан с тем, что когда лучше писать шутки, днем или ночью? Лично для меня это вообще рандомная ситуация. Вот когда мы писали вот шутки для КВН, у нас был такой момент, называется штурм. То есть мы собирались в круг и на листочках писали просто любые мысли. Любые шутки. Вот, наверное, для неопытного человека непонятно, как вот просто придумать шутку. О, как? Да, как? У нас были несколько методов. Знаешь, как мы делали? Мы начинали писать начало предложения. Просто начало предложения. Например, очень худой мальчик. Троеточие. Все. Следующее начало предложения. Например, мальчик, воспитанный майонезом. Троеточие. Уже смешно. Просто, знаешь, начало предложения. Девочка так часто улыбалась. Троеточие. И этот листок я передавал человеку справа. А он мне свои дает. И я уже пытаюсь закончить его предложение. И добиваю. И так рождается первая шутка, вторая, третья. Добили. Дальше опять меняемся. Я опять человеку справа, он мне слева. Я смотрю уже на целую шутку. Начало того, конец его. И смотрю. Я пытаюсь сейчас альтернативную концовку дать первой шутки. Третьей и второй. И потом, когда уже все, круг прошел, мы читаем начало и несколько вариантов добивок. Из них мы выбираем лучшую добивку. И вот она, уже готовая шутка. Это что касается вот именно текстовых каких-то вот таких вот моментов биатлонных. А когда придумывается... Вот лично для меня классная шутка, она придумывается случайно. Совершенно вот рандомно, случайно. Если я сяду вот так вот с ноутбуком, с тетрадкой, я буду готов писать шутки. Все, давай! Ничего толкового у меня не выходит. Но у меня шутки иногда рождаются случайно. Я еду, например, где-то вот в автобусе, смотрю, там какой-то баннер прикольный, рекламный, или там, там что-то бомж прикольный, там, не знаю. И вот тогда что-то вот мысли какие-то у меня искры синхронизируются, я такой сразу же себе в заметки записываю. Бывает ночью что-то вот случайно в голову придет, я сразу же записываю себе в заметки. А так, когда если сесть, прям стараться писать, вот у меня плохо это получается. У меня вот случайно что-то лучше получается. Блин, ну круто. Я бы хотел, чтобы ты еще немножко рассказал о той истории, как ты попал на шоу-концерты. Угу. То есть там же была КВН, и как вы придумали вот эти вот вклинивания, которые они заходят вовнутрь. Насколько сложно это было. Ну, то есть когда Арнат заходит на шоу-концертах и говорит, насколько сложно было это придумать тебе? В первые разы было не так сложно, потому что мы, возможно, какие-то старые архивы использовали. Но потом, когда это начало сильно, хорошо, классно работать, мы уже начали придумывать более оригинальные ходы, что ли. Мы уже думали, может быть, он с чем-то выйдет, не просто слова. Поэтому как-то, я не помню. Да, когда он с мячом вышел. Да, мяч вынес, там что-то еще, там, потом он бутылку не мог открыть, там, потом он ложку, да, вынес. Думали, чтобы он там с Дороховым вышел, там, с яблоками. Было много чего вырезанного. А вот, кстати, вот вопрос. Когда ты задействуешь соседнюю команду, это не считается читерством или предательством? Дорохова ты позвал, это же шутка вам или Дороху? Все команды, все участники, они все понимают то, что в первую очередь делается шоу, делается передача. А потом уже типа соревнования. Ничего страшного. Потому что я всегда вижу, как-то дружно все они там. Если бы попросили бы кого-то из команды Астана выйти, я думаю, никто бы из них не отказался бы. С удовольствием бы помог. Там были просто выходы. Я видел, многие из соседних команд выходили. Я такой, типа... За Астану выходили много команд. Ну, в смысле, вот на финале все команды даже выходили. Даже вот выступает Мусагалиев за Астану же. Такой, типа, Да. почему ведущий? Это же коррупция, по идее. Ну, коррупция, но мы не выиграли же. Но это смешно.
Это очень смешно. Не выиграли все такие, ну понятно, понимаю, почему они не выиграли. Я думаю, у большинства зрителей было такое осуждение. Типа, мы понимаем, почему они не выиграли, потому что у них... Но, положа руку на сердце, скажу то, что команда «Регионы», которые стали чемпионами, они очень сильно хорошо и заслуженно победили. Очень сильно смешно у них. Нельзя, мне не залетало. А вот команда «Астана», вот самая моя любимая игра, это когда был баттл против команды Чумакова, против Наполеонов. Вот лично для меня это самая лучшая игра «Астаны». Там даже в какой-то моменте я хотел сказать, может, здесь уже все, ну, понятно, все, здесь давай остановимся, здесь, поклон. Но у них еще, вау, там заслуженно. То есть, получается, смотри, когда вы снимаете данный концерт, он условно идет, какой-то фрагмент, типа, час, но они оставляют 15. Ну да. Типа, она бесконтрольно идет? Ну, типа, вот ты говоришь там, раз панч, еще второй панч, и вы так друг друга бьете до вот, бесконечности, пока там лучше не вырежут. Ну, не так, что из часа 15 минут остается. Что-то вырезается, но очень мало вырезается. Вот если брать шоу «Звезды», шоу-концерт, очень мало вырезается. Потому что перед этим же есть технички. То есть команды выступают перед живым зрителем вне камер. И там проверяют свои шутки. Что-то я хотел сказать. Забыл. Ладно, круто. важного. Ну, теперь я бы хотел, чтобы ты, может быть, дал какой-то совет начинающим ребятам. Будет он в стендапе, будет он в КВН или будет он в искусстве. Но все-таки с тобой же люди искусства, которые проходим свой путь с низов. Какой совет ты им основной дашь, чтобы, допустим, прийти к твоему успеху, к моему успеху, ну, вообще к успеху любому? Что нужно делать? Я не могу дать никакой совет. Я не считаю, что я пришел к какому-то успеху. Потому что, мне кажется, надо еще идти. Если я достигну какого-то успеха, которым я буду доволен, и то я скажу, то, что я пока еще ничего не достиг. Я в этом плане, наверное, не то чтобы скромный, а я, наверное, больше реалист. Посоветовать... Ко мне как-то подходила одна женщина на открытом микрофоне и говорит, слушай, дай совет какой-нибудь, как ты опытный там комик. Я говорю, я, наверное, еще не опытный комик. Какой я могу дать совет? Ну, каждый человек индивидуален. Просто занимайся тем, что тебе вот в удовольствие. Что нравится тебе писать книги, развивайся в этом. Нравится тебе вышивать что-то, всерьез этим займись тогда. Вот если ты правда искренне кайфуешь. Если тебе, мне нравится кайфовать, допустим, когда зритель смеется. Я и за кулисами, то есть из-за тени, как помнишь, у нас было, из-за тени я хотел выступать тоже. Но я же все равно в этой теме, я же все равно смешу людей, хоть и косвенно, хоть и вот так вот, через посредника. Но я кайфовал, потому что я к этому приложил руку, мозги, зубы, не знаю. И я в этом кайфую, и поэтому я стараюсь, что бы ни было, что связано с этим, я как-то к этому по чуть-чуть прикасаться. Если ты кайфуешь с того, что ты, не знаю, ты от ММА кайфуешь, ты занимаешься спортом, да, с катертью дорога в хорошем смысле. Ах, жол тебе. Почему бы и нет? Поэтому, наверное, такой совет не так, как стать успешным, как я, успешным, как ты, успешным, как кто-то. Попробуй кайфовать от своей работы. И наоборот, работай от своего кайфа. Наверное, вот так. Если к чему-то ты направлен, у тебя ребенок любит футбол, дай ему светлую дорогу в этом футболе, дай ему все возможности, чтобы он, возможно, он сам поймет когда-то, что это его или, наоборот, это не его. То есть в этом плане. Мне кажется, такой совет. Просто почему кайфуйте. я тебя это спросил? Потому что у меня скоро дочь будет подрастать. Я хочу, чтобы она играла в КВН. Угу. Я просто хочу, чтобы она там была. Неважно, будет у нее получаться, не будет. Я считаю, что это дает какой-то... Как зовут? Маргарита. Маргарита, читай книги. Вот, видишь, читай книги. Это уже какой-то посыл тем людям, которые, может быть, сейчас посмотрят наш подкаст и скажут, я бы тоже этого хотел. Как ты относишься к тому, когда люди говорят, шут гороховый? Или так не говорят? Ты, давай, шути свои эти вот. Мне сейчас плевать вообще. Раньше я бы, возможно, и обижался как-то, но мне сейчас абсолютно плевать. Многие, кстати, меня могут называть грустным клоуном. Есть такое, выражение, когда ты при людях такой на сцене, а дома я максимально спокойный, максимально серьезный. Как будто бы я эмоции уже там где-то дал, но мне иногда надо погрустить. Я могу иногда всплакнуть даже, когда что-то жалостливое, могу посмотреть, впечатлиться от стиха, не знаю. Я, бывает, ухожу в себя, но это нормально. Но, знаешь, опять же, возвращаясь к Арнату, он меня научил одной классной фразе, я до сих пор к ней возвращаюсь. Когда я начинал играть в КВН, когда он меня учил играть в КВН, я попал в его команду когда-то, то есть он меня отобрал, и он
будучи старшаком моим юмористическим, он там где-то мне помогал импровизировать. Он говорил то, что здесь вот так. Здесь пофигу, ничего не волнуйся, не пиши. Он меня учил. И однажды он мне сказал очень классную, мудрую мысль, которую я часто вспоминаю. Мы как-то вышли после очередного выступления, на крыльце стоим. Я не помню, что-то. И зрители выходят. Зрители выходят из зала. И были команды, которые классно выступали. И к ним подходили и говорили: классно выступаешь. Классно. Они такие: о, спасибо. Он говорит: но это фигня. Он говорит: самая лучшая оценка — это если зритель к тебе подойдет, незнакомый, и скажет: долбоебы. И к нам реально подходили так и говорили: вообще левые типы какие-то, вот придурки, вообще, идиоты. Это означает то, что ты, искренне, значит, их рассмешил. Да. Вот, он говорит: вот к этому вот надо. И я что-то, вот мне это почему-то так засело в голове. И я перестал обижаться на любые вот такие вот фразы, на любые такие словечки. Значит, наоборот, значит, ты дал им улыбку. Ну да. У нас есть похожие. Если своих ребят тоже учу. Тоже тебе на будущее, чтобы ты знал, когда творческий человек тебе показывает фотографию. Я считаю, лучшая оценка — это когда так смотрит. Ну что, я и на iPhone так снять могу. Сними. Да. На, сними. Так То есть он же не знает, что там тонна света. То есть он не видит твоего присутствия здесь. Он вообще не видит. Это пик твоего совершенства. То же самое и у нас. Да что вы там, вот эти всякие свои, вот эти, да, вон я сейчас свою тетку позову, она там 3 анекдота расскажет, все, зал падать будет. Нет, это тоже труд. Стендап — это труд. КВН — это труд. Юмор — это... Профессиональный юмор — это тоже труд. Очень сложно это. Да, это очень сложно. Давай к завершению маленький блиц. Я попробую тебе его сейчас провести. О, люблю блиц, люблю Но блиц. я не уверен, что я Первый попаду. блиц комом. Давай. Первый блицком. Так, что ты, давай выберешь коротко. Выступать, допустим, в России или в Европе? В Европе. Перед многочисленным тысячным залом или маленьким таким баром, где там, человек там 50-60. Со стендапом? С КВНом, неважно. Второй вариант. Перед малым. Людьми. Почему? Если я сравниваю всегда, я же ведущий же. Я вел дни города, где там 10 тысяч человек. И это неуправляемо. Управляемо, конечно, но там, знаешь, ты не сможешь там поиграть с ними во что-то. Максимум какие-то флешмобные там какие-то штуки. А когда вот камерное что-то, когда человек от 60 до 100, это идеально. Ты держишь всех вот так вот. То же самое и с монологами, то же самое и с выступлением. Идеально на тысячный зал, если ты певец. Если ты музыкант, если ты не разговорный жанр. Все, люди просто кайфуют. А когда ты говоришь какую-то фразу, там толпе плевать будет, если это будет 1 000 000 человек. Вообще плевать. Если это, знаешь, не какой-то там какой-то артист, который вот сольник, на которого пришли реально 1000 человек, но все равно там, мне кажется, чуть-чуть полухаус. Мне кажется, даже такой человек, который легендарно сольно выступает, он предпочтет, наверное, за такой же гонорар лучше пусть будет 100 человек, но зато это будет лучше. Это как будто будет уютнее, чем большое что-то. Будешь писать шутки для 2 людей или для 3? Типа 2 выступает или 3? Дуэт или трио? Да, дуэт или трио. В миниатюре? Да. Разницы нет, одинаково. Одинаково. Одинаково вообще. Хорошо. Все-таки ты сейчас с высоты лет на сцене будешь или за сценой? То есть ты уже прошел путь определенный. Я был и на сцене, я был и за сценой, я был и в сцене, я был сценой. Сцены ты хотел бы посмотреть? Я не могу загадать, я могу быть и на сцене, могу опять же что-то, может, что бы ты выбрал? жизнь подкинет Сейчас туда. выбор у тебя стоит. Либо за сценой, либо на Да сцене. я бы повыступал еще. Повыступал. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу, пока что-то... Сейчас в стендапе у меня что-то более-менее начинает получаться. Вот что-то потихоньку, чуть трудно, с царапами, но, что-то... Я бы еще повыступал. Я упустил самый важный вопрос, который задаю почти каждому. Как относишься к критике? Критики? Да. Если она конструктивная, и если это действительно человек в этом что-то понимает лучше, чем я с удовольствием его послушаю. А если когда человек левый, в смысле, который абсолютно не понимает, как шутки придумываются, что я пережил, чтобы придумать эту шутку, и говорит мне: ты неправильно вот здесь вот так, который вообще не понимает ничего, я такой, я сделаю вид, что я его послушаю. А человек, который действительно варится в этом, понимает это все, я бы с ним поразговаривал бы. Делает ли тебе критика больно иногда? Нет. Никогда не делает больно. То есть вот эти даже бабульки, которые, вот эти, Петросяны. Я научился не реагировать на комментарии. Я раньше относился к этому... Я каждый комментарий, читал. Конечно. Там что-то comedy battle, что-то там где-то я спел, где-то там... И какие-то комментарии там...
которые негативные, я чуть ли там и каждому не отвечал, знаешь, я там хотел созваниваться с ними, почему, там, не ругаться, а так почему. Но потом я как-то сел, и я понял то, что невозможно влюбить в себя 100% людей. Невозможно. Кому-то ты не понравишься, кому-то кто-то будет нейтрально относиться вообще. И причем, знаешь, люди, которые... Вот почему-то люди, которые пишут негативные комментарии, вот в жизни, когда ты их встречаешь, они такие: «Вау, ты классный, блин, ты офиген, дай сфоткаемся». Вот такие, знаешь. Ну, бывают разные люди. Представь себе, человек с работы пришел очень сильно грустный, плохое настроение, отвратительное. И тут у него случайно попался рилс, который не попал в его настроение. Ну же может же быть такое. И у него такой: да что за придурок, блин, напечатаю. Ну просто настроение у него такое там. Или жена поругалась с мужем, и тут случайно включила телефон, и тут я. И она ему такая: да блин, что ты такой. Шутник. Все разные же бывают. И неужели я буду им сейчас звонить, писать, ругаться? Эй, почему ты так? И мне просто стало чуть-чуть все равно. Ну, потому что невозможно всем понравиться, абсолютно невозможно. Причем, чем популярнее ты становишься, тем больше хейтеров у тебя будет. Как и человек, который искренне тебя любит, и также и хейтеров у тебя больше будет намного. Ну, это круто. Это нормально. Ну и к завершению. Выберешь, вот у тебя выбор сейчас стоит: остаться в Астане или поехать в Россию. В Астане 100%. Почему? Не, мы не будем брать никакие политические вообще сейчас меры. Мы берем только юмор, границу юмора. Почему останешься? А сейчас как будто бы и здесь можно чего-то тоже крутое сделать самим. Не зависеть уже от какого-то ориентира, когда раньше все стремились туда. Конечно же, можно туда ездить как гостем, знаешь, туда иногда для опыта, там пообщаться, там, познакомиться. Но работать и жить можно и здесь точно так же абсолютно. И в последнее время и Казахстан дает фору многим странам. Возможно, и мы в каких-то областях становимся ориентирами. Там фильмы, сериалы, неважно что. И юмор тоже. Ну, это ваше мнение. Я не уезжаю в Россию. Было хоть много предложений поехать, но я остался. Ну, то есть от такого суждения лучше я буду... Но мы сейчас не говорим ни о каких политических, вообще нет. национальных... Там... Меня звали в Россию еще лет 5 назад. Еще и раньше звали меня. В ВУЗе я еще когда заканчивал, говорят: уезжай в ВУЗ, едь в Россию. У тебя есть перспективы. У меня мастера видели, люди. Уезжай, и звали. Но я отказывался не потому, что там Россия это типа капец там круто, а потому что если я сказал, я хочу быть лучше большой рыбкой в небольшом аквариуме, чем я буду с большими рыбами в большом, который просто меня уничтожит. Кстати, помнишь, мы с тобой обсуждали, ты просто упомянул то, что ты хочешь, чтобы твоя дочь занималась КВНом. Просто сейчас, опять же, я упомяну то, что многие дети, они не понимают, что это и для чего это. Я бы хотел, вообще. чтобы она в этом разбиралась. Для чего это? Но человек, который прошел школу КВН, для него будет проще в жизни в принципе. Он будет не стесняться говорить тост, он будет не стесняться выйти, станцевать, спеть что-то на концерте. Им будет, самое главное, проще разговаривать с незнакомыми людьми. Проще. Это, знаешь, там элементарно спросить там, совета, дорогу, там, неважно что, он не будет стесняться. Даже это в будущем пригодится и в универе, и на работе, на совещании, неважно где. Презентация, ты по-любому, у тебя будут публичные выступления какие-то там, на совещании и так далее. И сейчас я не знаю, как в Астане, есть ли КВН для детей, есть ли КВН... Вот, там, так это хотел задать вопрос. Но я точно знаю, что в Караганде есть выездные лагеря для детей, именно КВНовский. Лагерь, свяжитесь со мной. Именно КВНовский лагерь. Этим занимается Амина Каримовна Альбазарова. Это наша... Ну, ее часто говорят, что это мама карагандинского КВНа. Она руководитель, она сама педагог. Она работает в ДДЮ, Дом-дворце юношества. И Рустам Абильдин, знаешь, Рустам Абильдин, который литра ведущий. Да, конечно. Вот он тоже один из организаторов школы КВН. И вот с Караганды они выезжают в какие-то зоны отдыха курортные, там, в Каркаралинск, например, там куда-то еще, Боровое, там в Тибетау зона отдыха есть. И туда приезжали многие дети со школами, прям с учителями, с вожатыми, с классами со всей Карагандинской области, со Сакаровки, там, по-моему, даже со Астаны приезжали. То есть это реально выездной лагерь для детей. Вот мы выезжаем, например, в Каркаралинск на 5 дней где-то, 5-6 дней, и дети без телефонов, потому что там не ловят. Там, нет, там, чтобы связаться с родителями, чтобы было спокойно, там, знаешь, там на 3-й день поднимаются в горы, и там они могут позвонить, там, пофоткать, там, отправить то, что все классно, все супер. И дети раскрепощаются там.
Вот мы как там сами работали, как вожатыми, как КВНщиками. Дети сейчас не понимают, зачем, что мы там, приветствие. Они выступают каждый день, дети. Их делят на команды, на отряды. Мы готовим их, и они вечером уже сами выступают как КВНщики. И зачастую даже самый скромный мальчик, который вот сидит в углу, он на 4-й день уже говорит шутки уже со сцены. И не стесняется, потому что мы с ним репетируем, мы гоняем всех. И они видят, дети, то, что это нормально, то, что мы же все выступаем, получается. И не так, что меня одного выперли ногами. Господи, конечно, я буду стесняться. А когда они видят, дети, то, что все выступают, и они тоже уже не стесняются выступать, как все. И когда они получают этот заряд опыта, за вот эти 5-6 дней, за неделю, они приезжают в свою школу, и чуть-чуть уже как будто бы Увереннее. уже такой чуть-чуть. И он говорит своим ребятам, есть такая-то школа, и он уже приезжает на следующий год уже опытнее, чем они. Но сам себя тоже прокачивает. То есть для меня это, если были бы у меня дети вот школьного возраста, я бы, несомненно, отправил бы их на школу КВН. Неважно, какого города. Но... Блин, ну я отправлю. Я послушаю твой совет, я Школа отправлю. КВН, ну, вот она дает... Там каждый день дискотеки, каждый день. Там бассейны, там все оздоровительное. Там семиразовое питание, воздух, вот это вот все. И причем недорого, если не Ну, в любом случае, я отправлю, независимо, сколько даже это денег будет стоить. Почему? Потому что я считаю, что для детей это надо. Это развивает очень сильно. Спасибо большое, что ты заглянул ко мне на огонек. Спасибо большое, что ты пообщался. Я буду надеяться, что ты был полезен для моей аудитории. Конечно, аудитория больше киношная, но в любом случае ты тоже относишься к кино тем или иным боком, потому что ты выступаешь на сцене, ты это все говоришь. В любом случае, если мы наберем много просмотров, я думаю, родится и второй сезон, подкаст на ребенка. Второй подкастик у нас с тобой. Ну, в любом случае, тебе спасибо. Мне много что есть рассказать, на самом деле. Поэтому, ну, у нас лимит по времени, поэтому и пока Ну так. да, ну в любом случае, спасибо тебе большое. No, you welcome. Спасибо. Все, Болдма, стопайте, джиги.